И начать я решил с самого испанского краснодарца, которого в принципе можно найти, с Андрея Филимонова, которого я знаю еще с времен обучения в университете. Я знаю, что Андрей учит испанский язык 4 года, учится танцевать какой-то испанский танец. Вы его даже могли видеть в Краснодаре, не скажу где. Сам Андрей о себе расскажет. А, Добрый день, меня зовут Андрей, я живу в Краснодаре. А, Про перелеты. Понятно, что мы будем максимально корректно выражаться. Мне из Испании кажется, что вы в Краснодаре должны буквально каждую ночь бояться или как минимум опасаться и ожидать, что что-то прилетит. По крайней мере, в предыдущую неделю я лично переживал за вас, когда прилетали беспилотники по Краснодару, и в новостях писали, что и по Ильску, Ильской, и по Афипску, и Афипской, и по Ейску. Есть ли у вас ощущение вот этой внутренней тревоги в Краснодаре перед сном? вот вообще нет. Вот, ну, как бы ощущение все такое же, что это где-то, хотя, ну, то есть это вот реально здесь происходит, да, но ощущение такое, что это где-то далеко. То есть, Что ну, это в кино, что это виртуально, нереально, это не с да, вами. ну, тем более, что как бы м, эти прилеты, которые там происходят, вот, в основном пишут о них, в основном, то есть, ну, либо украинские СМИ, да, либо какие-то оппозиционные российские СМИ, то есть, которые в основном то в большей части своей не в России находятся, да, естественно. Официальные СМИ, э, во-первых, сильно смазывают эту картину, как бы. Ну вот и что-то прилетело, а что прилетело, непонятно, что там. Во-вторых, как бы, то есть нету вот этого, ну, у жителей тревоги нет, как бы, какой-то Скажи, особенности. пожалуйста, а последствия вы видите? Ну, например, разрушенные какие-то, вот как вокзал Южный прилетало, разрушенный вокзал Южный, какие-то выбитые стекла или разрушенные здания, или, например, как я понимаю, с какой целью эти все прилеты организовываются, с целью, допустим, создать кризис на топливном рынке. Видишь ли ты, если ты вообще на это обращаешь внимание, рост стоимости топлива на заправках или очереди? Ну, то есть топлива нет, и вот люди Ну, стоят в топливо очереди. дорожает, как бы, наверное, больше, чем обычно за последние полгода. Да, ну, дорожает, как бы, но... А поскольку у нас всегда все дорожает, то как бы картина это немножко смазывается. То есть, опять же, ну, то есть, условно говоря, если там несколько лет назад там цена 92-го была 50 рублей за литр, то сейчас там 62 рубля за литр. Как бы а, для, в общем, ну, то есть в реальности это плюс 20%. Это довольно немаленькая часть бюджета на самом деле для граждан, да, то есть которые ездят постоянно на автомобилях. Но с учетом, что, например, с января месяца булка хлеба в магазине подорожала с 30, ну, с 40 рублей до 55, то как бы, наверное, тоже не без, насколько я читал в наших СМИ российских, что, правда, не про Кубань, а про Москву читал, но я думаю, что именно рост стоимости топлива отражается на стоимости хлеба, например. Ну, как всех других продуктов на логистике. Да, это один из ключевых элементов логистики. То есть, да, но, но при этом
это все смазывается за счет того, что, да, инфляция идет, ну, не только в области топлива. Понятно. Ну, что касается прилетов, ощущение тревоги, ощущение того, что это теперь происходит и в Краснодаре, и в Краснодарском крае, и это теперь каждодневная реальность, вот этого ощущения у вас нет. Это по-прежнему для вас некие виртуальные события, которые присутствуют где-то там в телеграм-каналах, но Ну, не в жизни. наверное, для тех, я не могу точно говорить, но, наверное, для тех, кто живет, скажем, в Уральском регионе, да, Мгм. если бы виртуальные были какие-то прилеты, допустим, они бы сильно удивились, да, а поскольку Краснодарский край находится недалеко от линии разграничения, скажем так, боевых действий, поэтому, ну, что тут удивляться? Теоретически он находится очень близко, ну, с моей точки зрения. Понятно. Давай, чтобы закрыть эту... Краснодар, это ж, да, это не Сочи, не Сочи, например, где Да. Сочи далеко, там и то что-то было, ну, как бы Ну, прилетело. Маргарита Симонян писала, что прямо целились в ее дом, и в Туапсе прилетали всякие разные беспилотники, так что вполне себе туда. Но я понимаю, что эта тема достаточно скользкая, особенно в России обсуждать. Какие-то еще признаки так называемой СВО ты наблюдаешь в Краснодаре и в Краснодарском крае? Того, Ну вот, чего не было до 22 года, прям вот контрастно. не знаю, в Краснодаре вот практически нет. В Краснодаре вот у меня здесь, где я сейчас живу, да, тут вот на Кубани есть дом судьи. Вот. Дом судьи одного из районов города. И в этом доме они его сдают для увеселительных мероприятий. Мгм. Вот. И эти увеселительные мероприятия каждый день почти по выходным проходят. Вот вчера, например, тут до 2 часов ночи орали песни и танцевали. Как бы. Мгм. То Вот, есть опять весело и же, хорошо, никаких да, проблем да, да. нет. Опять же, для меня как бы, ну, таким вот, знаешь, моментом, который показывает, хорошо и весело или нехорошо и весело, например, являются выстреливание в воздух салютов, которые стоят, ну, на самом деле, приличных денег там, а их могут стрелять в течение 10-20 минут беспрерывно. То есть это человек взял, выстрелил в воздух там 70 тысяч рублей. То Мгм. есть вот и скажи, весело он живет, беззаботно. Ну, то есть, Ну, не знаю. Андрей, давай коснемся темы экологии. Для Краснодарского края и для Испании, вообще для Иберийского полуострова актуальна тема пожаров, лесных пожаров. Для Краснодара тема степных пожаров актуальна. Объясни мне, пожалуйста, я знаю, что вы давно с Дмитрием занимаетесь этим проектом. Э, какое сейчас состояние этого проекта и вообще какая динамика с пожарами в Краснодарском крае? ну, в Краснодарском крае у нас установлено практически, наверное, 30 датчиков сейчас Мгм. работает. Кстати, в твоем родном горячем ключе, ну, датчик вот этот работает, который у Дмитрия, у матери, ну, по месту Саратовской, да, я понял. Саратовской, да. Вот. И у нас есть еще крайние точки, чтобы не только... То есть в прошлом году мы смогли установить датчики еще в соседних регионах, то есть Ростов, Астрахань, Элиста. Ну вот, то есть мы как бы охватываем кусок такой между Черным морем, ну Тамань, да, самый крайний там у нас Тамань, вот. И здесь Туапсе, Сочи, Сочи сейчас, по-моему, не работает датчик временно. Вот, то есть, чтобы посмотреть, какая, как Краснодарский край, допустим, себя ведет, и как ведут себя соседние регионы на фоне Краснодарского края. Потому Мгм. что некорректно было бы
ну, во-первых, некорректно, сам Краснодарский край очень неоднородный, то есть там, скажем, есть степные районы, где горит рисовая солома, да, во время уборки, после уборки риса. Вот. Есть, допустим, лесные районы, где там горит сельхозка, которая плавно перерастает в лес, допустим. Мгм. То есть, во-первых, сам край неоднородный, а во-вторых, в соседних районах есть похожие ситуации, например, это рис в Ростовской области, то есть вот севернее Ростова, там Мясниковский район, там, допустим, тоже рис выращивают, и там аналогичная ситуация. Допустим, если брать западные, западную часть Краснодарского края, то есть вот эти лиманную часть, скажем так, да, то там аналогичная ситуация, как и в дельте Волги. То есть Астрахань, там похожая растительность, и там тоже пожары происходят по вине в основном, ну, всяких, скажем так, браконьеров, да, которые выжигают себе каналы, чтобы плавать на лодках. Вот. То есть большая часть пожаров, она, конечно, как бы рукотворная. То есть Ну, а скажи, 90 пожалуйста, да, да, я понимаю. А скажи, ситуация поменялась к лучшему или к худшему вот в последние годы? ну, после введения новых противопожарных правил, это в прошлом году, прошлым летом, ситуация поменялась в лучшую сторону в том смысле, что э, общественности удалось как бы настоять, а государственные органы все-таки согласились публиковать списки, то есть по муниципалитетам, когда они будут, в какой день, в каком муниципалитете они будут сжигать эту солому, например. Раньше этого вообще не было, то есть они зажигали всю солому одновременно, и это все шло, дым этот шел на Краснодар одновременно со всех окружающих полей. Вот. Теперь хотя бы это происходит не одновременно, и задымление, соответственно, ну, то есть общая, условно говоря, сгораемая доза этих аэрозолей, содержащих, в том числе, что, собственно, самое опасное в рисовой соломе, это кремний, да, который в виде аэрозолей. То есть это прямо очень опасно для дыхания. Ну и, соответственно, углерод, понятное дело. Вот. Но теперь это хотя бы горит не одновременно, хотя общая доза осталась такой же. Вот. Понятно. То Ну, есть теперь у жителей Краснодара и близлежащих районов Адыгеи есть возможность перемещаться из места в да, место в зависимости от направления ветра, ну, чтобы где-нибудь подышать в каком-нибудь ну, районе. хотя бы, да, перемещаться по городу, чтобы не попасть по всему городу под смог, под этот. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, а ситуация со сбросом фекальных вод в Кубани или, допустим, если ты знаешь, по Черноморскому побережью, ну, я слышал, что такая проблема, ну, наверное, в каждом приморском городе существует, типа Геленджика, Туапсе, Новороссийска. Как с фекалиями? Перестали заливать около моста Поцелуев фекалиями Кубань? Да нет, по-прежнему заливают. Я вот сегодня буквально шел через мост Тургеневский между Адыгеей и Краснодарским краем, а там прям уже возле э, Тургеневского моста там есть здание Роснефти, и с него течет прям, ты прям сверху идешь и видишь этот поток, который втекает в Кубань, грязной воды. Ну, это, наверное, вряд ли сама Роснефть вечером столько испускает из себя. Скорее всего, просто там проходит ливневый коллектор Ну, скорее всего, под да. этой развязкой, да. Ну да, да. То Вот. есть ничего не изменилось, и пена плывет по реке, то есть видно, что Мгм. Понятно. При том, что, насколько понимаю, люди продолжают ловить на юбилейном рыбу в Кубани и ну кушать ее. и нет, да нет, и некоторые граждане от жары купаются там. Не все, конечно, кто знает, не купается, но в принципе пытаются, потому что ну, в городе нету такого какого-то, ну вот как в Майкопе, например, в Адыгее, там есть бассейн под открытым небом, специально оборудованный прямо в центральном парке, да, огромный бассейн, в котором могут жители купаться. А в Краснодаре
собственно, пойти искупаться ты никуда не можешь. У тебя есть водохранилище, и у Мгм. тебя есть Кубань. Собственно, и либо просто в бассейн сходить частный, но это ж не то, это немножко сложнее, да, попасть в бассейн, то есть если ты просто идешь по городу и изнываешь от жары. Да. Я просто слышал насчет пожаров. Сегодня буквально перед интервью нашим я посмотрел испанские СМИ, что пишут про это лето вообще. Мгм. И вот официальное агентство Метео, по-моему, оно называется, испанское официальное агентство, говорит, что это лето будет очень жарким. Жара будет за пределами как бы допустимых средних показателей по тем местностям, про которые они говорят. Мгм. Вот, и, соответственно, ну, а если будет аномально жарко, то вот эта вся ну, скажем так, склоны, приморские склоны, растительность, она будет опять гореть. Как бы, ну, это ж 100%. Расскажи мне теперь, что там с Краснодаром, с этими несчастными площадками, с раздельным сбором мусора? Победили хоть как-то? Нет, ничего не сделали. Ну, в общем, я так понимаю, все уперлось именно в сортировку. То есть, ведь на самом деле раздельный сбор мусора это хорошо, но это целая культура. То есть Мгм. народ надо приучить это делать. А что делать до того, как? То есть нужен какой-то промежуточный вариант. И таким промежуточным вариантом могла бы быть, допустим, сортировка части. Ну, то есть весь мусор взяли, допустим, рассортированный мусор, то есть на специальном пункте его рассортировали, отделили от него пищевые отходы, которые там, допустим, ферментировали где-то там, а остальное все по какой-то технологии, ну, их существует много разных технологий переработки. То есть частично сортированные, понятное дело, что переработать дешевле. Вот, то есть это какой-то все равно там, ну, пусть не 60%, допустим, возврата, а, скажем, 35, допустим, процентов или 30. Ну, то есть все равно нужна какая-то промежуточная технология, пока население не научилось раздельному сбору. То есть, да, отдельные как бы сознательные граждане в Краснодаре как бы есть, которые сами сортируют и сами сдают в коммерческие фирмы, которые принимают раздельные компоненты, их потом, ну, сдают на пункты переработки. Но их очень мало. Вот. А Хотя, ну, я да, просто общаюсь в таких кругах, что большая часть моих друзей так делает. Как бы. да, Но скажи мне такую вещь. Решился вопрос с мусорными полигонами? Например, почему я спрашиваю? К моему удивлению, в Барселоне, вернее, уже не в Барселоне, в Бадалоне, это соседний городок, но по сути это одно и то же. Через речку Безос есть мусоросжигательный завод, прямо на берегу. И этот завод, по уверениям испанских, каталонских властей, вроде бы не особенно и воняет, но жители, которые живут рядом, говорят, если ветерок дует со стороны завода, дышать практически нечем. И это в курортном городе прямо вот для меня это испанский парадокс. То есть стоит этот завод прямо на берегу с трубами, мимо, соответственно, ездят поезда, машины, и через речку находится достаточно, ну, как бы у нас сказали, элитный район, диагональ Мар, то есть там какие-то новые небоскребы, гостиницы Хилтон. Правда, рядом тут же находится Ля Мина, то есть прям вот эм, ну не трущобное, а, как сказать, считающийся опасным и низкоуровневым район. То есть это прям такое парадоксальное соседство, но тем не менее. Вот это все вместе, и тут мусоросжигательный завод, по уверениям властей, он не оказывает влияния на окружающую среду, но воняет он конкретно. И прямо иногда бывает такое, что ты, если попадаешь в район и там ветерок дует со стороны мусоросжигательного, прям жутко.
Как в Краснодарском крае? Будет ли когда-нибудь мусоросжигательный завод или как это решается с Не, ну полигоном? планировалось несколько мусоросжигательных заводов, которые должны были построить Чемизовский Ростех. И чем Вот. закончилась А история? закончилось тем, что их уличили в коррупции на уровне Росприроднадзора. Вот. И, ну, а, короче, идет, идет, скажем так, следствие. Но при этом, как мне кажется, просто, что это просто передел. То есть были одни люди, сейчас придут структуры другие, которые опять будут обещать построить мусоросжигательный завод. Но это просто другие бандиты. Понятно. Ну, то есть пока о строительстве завода речи не идет. По крайней Ну мере, да, практической. временно писали, что, по крайней мере, я коммерсант читал, который писал, что, пожалуй, пока стоит забыть на какое-то время, а там будет Ну, по испанскому опыту скажу, что нельзя говорить о том, что это прям идеальная технология, потому что все равно я полагаю, что там есть какие-то степени фильтрации воздуха и так далее. Все равно вонь есть. Есть такая вонь, что люди говорят, которые там живут, что даже невозможно окно иногда открывать, а летом хочется открыть окна, тем более около моря. И почему его построили около моря, я тоже не могу понять. То есть могли бы найти место какое-то удаленное, но нет, его бахнули прямо на береговой линии. Я, А, кстати, ты закончил мысль? да. Хотел спросить просто следующую тему. Мгм. Ну хотел такой момент, почему почему так не случайно, что мы обсуждаем Краснодар и Барселону. А, Потому что и то, и другое южные города, во-первых, да. Во-вторых, в целом, ну, может быть, Барселона, конечно, побольше, но в целом они примерно одинакового масштаба. То есть Краснодар со всеми пригородами это где-то 2, чуть больше 2 миллионов. Барселона, ну, наверное, 3 миллиона, да, наверное, Нет, примерно. нет, мне кажется, ну, тут чисто технически, ну, то есть тут получается три города вместе вдоль моря, если Ну рассматривать. да, агломерация такая, да. Да, тут ты понимаешь, тут агломерация какая? А, Госпиталет де Юмбригат, это как бы, если смотреть от моря, левый пригород, отдельный городок Госпиталет. Потом идет Барселона, и потом с правой стороны от реки Безос идет Бадалона. То есть это вот такая вот три городка вместе. Ну, наверное, они такие, как там, миллион или чуть больше миллиона. И если потом переехать через горку, Мгм. то вот в этой долине начинаются всякие Сан-Кугар, дорогой пригород Барселоны, или вот Сабадель, Терраса. Тут есть много-много городков, которые рядом, и они все в одной агломерации. Да, ну чисто технически, по ощущениям, Барселона примерно размера Краснодара. Но, кстати, здесь транспортная проблема решена каким образом? Две транспортные железнодорожные компании. Одна каталонская, подороже и покомфортнее, другая, соответственно, федеральная и всеми горячо ненавидимая, но за свои постоянные проблемы, остановки, задержки. У них тут недавно кусок медного кабеля украли и несколько сотен миллионов ремонт обойдется. Но, тем не менее, очень дешевая компания. Поезда ходят в основном под Барселоной, то есть они все в туннелях ходят, вот, что удивительно. И плюс, по-моему, 11 или 12 веток метро. Представляешь, 12 направлений разного метро. Плюс автобусы, плюс даже фуникулер есть. И, по-моему, канатная дорога даже, ну, больше для туристов. То есть, с точки зрения пробок, я тут иногда по необходимости на такси передвигаюсь, которое не очень дорогое по местным меркам, а, достаточно быстро ездит, и даже если тебе нужно проехать через весь центр, все равно это достаточно быстро происходит. То есть я бы
4 с минусом поставил из 5 возможных баллов Барселоне. Э, И минус, скорее всего, за то, что у испанцев есть такая традиция. Они очень любят ремонтировать инфраструктуру. Для меня это парадоксальная вещь. То есть они приходят, раскопают. У них обязательно под плиткой зачем-то есть бетонная плита. Причем такая хорошая, сантиметров 20. Зачем тогда класть плитку, непонятно. Но то есть у них обязательно вот бетонная плита, они ее раздолбают, у них под бетонной плитой есть коммуникация, они их перебьют обязательно, ну, невозможно сломать бетон, не перебить эти коммуникации, пусть даже они и в гофре находятся, переломают половину своих кабелей всяких разных или труб и огородят, и долго-долго-долго это стоит, ремонтируется, то есть у них постоянно идущие инфраструктурные работы на дорогах. То есть постоянно где-то что-то ломают, что-то строят, что-то бетонируют, и ломают, и опять, и так далее. Но деньги на это, видимо, есть. И, видимо, подрядчики такие свои, что называется, раз они постоянно в это деньги вкладывают. И из-за этих ремонтов возникают пробки, потому что автобусы не могут проехать, ну, количество полос сужается. Но, в принципе, и днем, и летом, и зимой легко ездить. И я тут иногда, ну, когда поезда уже ночью не ходят, добирался из Барселоны в пригород. И в 3 часа ночи можно доехать. Не везде, не везде. То есть в ближайший пригород, он тут пригороды на 6 зон разделены. Ну, в 6-ю зону, конечно, фиг доедешь быстро. Но, допустим, во 2-ю зону, в которой я сейчас живу, на перекладных с несколькими пересадками, но я доезжал. То есть можно доехать в 2 часа ночи и на общественном транспорте, на комфортном. В автобусах работают кондиционеры, в поездах, как правило, работают кондиционеры тоже, и в метро, и в поездах. Иногда не работает кондиционирование на станциях. Вот это проблема. То есть ты приходишь, и там жарко на станции. Я думаю, что в Краснодаре, наверное, никогда до такого уровня не дойдет, по моему мнению. Ну, смотри, я вот как раз насчет пробок посмотрел статистику на днях, тоже по другому случаю, не к этому интервью, но тоже смотрел статистику по пробкам в Испании. Вот, и, значит, Барселона, ну, тут такие цифры, такая цифра используется, показатель, уровень загруженности в процентах. Мгм. Вот, и, значит, если у Москвы уровень загруженности 57-58%, то у Барселоны 21%. Вот, и Барселона самый неблагоприятный город в Испании по пробкам, остальные лучше. Ну, ну да, то есть они Ну, перебирают. а при этом, что вот как бы цифры 50, там 56-57% Москва имеет первое место в мире по пробкам. Вообще, то есть, Смотри, у нас 4 минуты осталось. Завершая вопрос с транспортной инфраструктурой. Еще раз, вот в Краснодаре что сейчас? В Краснодаре начали строительство трамвайной ветки, которая соединит Славянское кладбище с Московской, да, то есть длинная ветка длиной 36 километров, в 3 этапа будет строиться, то есть первый этап это Славянское кладбище, немецкая деревня, потом московская, московская баскет-холл и потом соединять немецкую деревню в баскет-холл. Как бы обещают до 2026 построить, но в этом году должны построить 10,4 километра Славянское кладбище, немецкая деревня. То есть обещают к концу года, уже завезли рельсы, Мгм. уже строят. То есть в принципе в Краснодаре я считаю, что трамваи очень неплохо решают транспортную проблему. Но они же пересекаются в одной плоскости с автомобилями. Из-за этого Они, проблема. они пересекаются, и безусловно там есть проблема, потому что ну, то есть трамваи все равно стоят в тех же пробках, что и автомобили, да, условно. Абсолютно верно, да. Вот. Но при этом, но при этом все равно это лучшее решение, чем
все остальное, что для Краснодара можно придумать. Ну, за исключением метро, которое нам никогда не построят, хотя обещают уже с 2009 года. Да, вот, кстати, на удивление, что здесь на самом деле всякие разные виды есть метро, и прям и такое техническое решение, и сякое техническое решение. То есть есть тут прям очень глубокого. С моей точки зрения, тут настолько А вообще, а масштаб. вообще, а вообще общественный транспорт доступный для людей по Ну, цене? смотри, минимальная зарплата где-то в районе 1100 евро, разовый билет на автобус или на метро, это общая одна компания, 2,5 евро в Барселоне, в других городах дешевле. Ну, по крайней мере, я, насколько слышал, в той же Валенсии, по-моему, дешевле. То есть 2,5 евро стоит разовый проезд, но я поступаю не так. У меня проездной за, по-моему, 26 евро на автобусы, на метро, на первую и вторую зону. То есть я могу передвигаться из своей деревни по всей Барселоне во вторую зону. Вторая зона это и Сабадель. То есть туда тоже можно доехать. Это час езды на автобусе, ну, по тому же проездному. Сколько хочешь катайся. И у меня проездной на государственную железнодорожную компанию Ренфи 10 евро за 4 месяца. И более того, ты можешь ездить на поездах, и тебе еще потом эти деньги вернут. М. То есть, вы считай, бесплатно на государственных поездах ездить. Каталонская Ferrocarrils, по-моему, они называются, FGC, она стоит дороже, потому в районе 2,5-3. Я, не, честно говоря, я не пользуюсь, не знаю. Но суть в том, что здесь есть еще самокаты в аренду, тут есть велосипеды в аренду. Транспортно она более-менее хорошо, и все равно каталонцы ругаются, я в том числе. Ну все, у нас время истекло. Спасибо Мгм. большое. Давай еще раз повторим, не договорили. Да, Мне можем, кажется, достаточно. да. Ну, значит, в другой раз можем Да, в договориться. следующий раз, извини, заболтал. Давай, спасибо тебе за участие, Андрей. Пока. Спасибо, пока. Пока-пока.